Урок 1. Открывая новые горизонты. Начинать что-то новое может быть непросто, но это также возможность для роста и обучения. Безусловно, Джон. Важно иметь позитивный настрой и быть открытым к возможностям, которые открываются, когда вы начинаете все сначала. Верно, Анна. Мы должны использовать новые начинания и видеть в них шанс стать лучше. Я полностью согласен, Джон. И давайте вспомним, что ошибки– естественная часть учебного процесса. Определенно, Анна. Ошибки не означают, что мы потерпели неудачу. Это значит, что мы стараемся и учимся на своем пути. Отличная перспектива, Джон. Вместо того, чтобы разочаровываться из-за ошибок, нам следует рассматривать их как ценные уроки. Безусловно, Анна. Каждая ошибка– это возможность понять свои слабые стороны и работать над улучшением. Не могу не согласиться, Джон. Только благодаря настойчивости и обучению на своих ошибках мы можем добиться успеха. Верно, Анна. И давайте не будем забывать о важности получения отзывов от других, чтобы помочь нам расти. Отличное замечание, Джон. Конструктивная обратная связь может дать нам ценную информацию и помочь нам на пути к совершенствованию. Определенно, Анна. Мы должны быть открыты для отзывов и использовать их в качестве инструмента для совершенствования наших навыков и знаний. Безусловно, Джон. Давайте не будем забывать, что обучение– это путешествие, и мы будем продолжать расти и развиваться по мере продвижения вперед. Хорошо сказано, Анна. Итак, приступая к новым начинаниям, давайте постараемся сделать все возможное и проявить стойкость перед лицом трудностей. Не могу не согласиться, Джон. Давайте начнем с энтузиазмом и готовностью учиться на любых ошибках. В этом и заключается дух, Анна. Мы готовы покорить мир и максимально использовать каждую открывающуюся перед нами возможность. Безусловно, Джон. Начинать с чистого листа– захватывающая глава в нашей жизни, и я уверен, что мы сможем извлечь из нее максимум пользы. Я верю в нас, Анна. Мы будем учиться, расти и добиваться больших успехов, открывая новые горизонты. Спасибо за этот вдохновляющий разговор, Джон. Я с нетерпением жду нового пути роста и самопознания. Добро пожаловать, Анна. Я благодарна за то, что вы рядом со мной, пока мы отправляемся в это приключение. Давайте будем поддерживать друг друга на каждом шагу. Урок 2. Обнаружение скрытых драгоценных камней. Путешествуя по новым местам, важно не забывать также посетить местные рынки и музеи. Безусловно, Джон. Несмотря на то, что популярные туристические достопримечательности великолепны, в местной культуре есть что открыть для себя. Верно, Анна. Местные рынки позволяют заглянуть в повседневную жизнь людей и попробовать уникальные блюда. Я полностью согласен, Джон. Именно на рынках вы часто находите спрятанные драгоценные камни и общаетесь с местными жителями. Определенно, Анна. Взаимодействие с местным сообществом может улучшить наши впечатления от путешествий и создать незабываемые воспоминания. Это так, Джон. И давайте не будем упускать из виду музеи, которые могут дать представление об истории и искусстве этого места. Безусловно, Анна. Музей– это как сокровищница знаний, сохраняющая наследие и историю этого места. Не могу не согласиться, Джон.
Они дают нам возможность оценить искусство, артефакты и богатую историю посещаемого нами места. Верно, Анна. Мы можем узнать о местных традициях, обычаях и событиях, которые сформировали сообщество. И давайте не будем забывать, что музеи часто проводят интерактивные выставки и практические занятия, что делает обучение еще более увлекательным. Отличное замечание, Анна. Интерактивные дисплеи оживляют историю и искусство, позволяя нам общаться и учиться уникальным образом. Определенно, Джон. Итак, в следующий раз, когда мы отправимся в путешествие, давайте приложим все усилия, чтобы осмотреть местные рынки и музеи. Безусловно, Анна. Таким образом, мы сможем глубже понять культуру и создать более значимые впечатления от путешествий. Не могу не согласиться, Джон. Именно эти скрытые сокровища часто производят на нас самое неизгладимое впечатление. Верно, Анна. Воспоминания о посещении местных рынков и музеев останутся с нами надолго после окончания поездки. Это важный момент, Анна. Посещая эти места, мы можем помочь сохранить традиции и средства к существованию местных жителей. Безусловно, Джон. Итак, давайте не будем упускать из виду местные рынки и музеи в наших будущих путешествиях. Здесь есть что открыть для себя и оценить. Не могу не согласиться, Анна. Они открывают путь к более тесной связи с местами, которые мы посещаем. Спасибо за эту содержательную беседу, Джон. Мне не терпится исследовать скрытые сокровища мира в наших будущих приключениях. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что мы с одинаковым энтузиазмом относимся к знакомству с местной культурой и получению новых впечатлений. Определенно, Джон. Давайте вместе обязательно включим посещение местных рынков и музеев в наши туристические маршруты. Безусловно, Анна. Таким образом мы создадим незабываемые воспоминания и расширим наше понимание мира. Приступим к исследованию скрытых сокровищ. Урок 3. Баланс в уходе за собой. Когда мы заняты заботой о других, важно помнить, что не менее важно заботиться и о себе. Отличное замечание, Джон. Мы часто забываем, что забота о себе не эгоистична, а необходима для нашего общего благополучия. Безусловно, Анна. Точно так же, как мы заряжаем телефоны, нам нужно заряжать себя, чтобы сделать все возможное для других. Не могу не согласиться, Джон. Забота о себе позволяет нам пополнять запасы энергии и поддерживать здоровый баланс в жизни. Верно, Анна. Это все равно, что сначала надеть кислородные маски, прежде чем помогать другим. Мы должны уделять приоритетное внимание собственному благополучию. Определенно, Джон. Пренебрегая заботой о себе, мы рискуем перегореть и не иметь возможности эффективно помогать окружающим. Верно, Анна. Заботясь о себе, мы можем проявить себя как можно лучше и больше внимания уделять другим. И давайте не будем забывать, что уход за собой у всех выглядит по-разному. Речь идет о том, чтобы найти то, что омолаживает и питает нас индивидуально. Безусловно, Анна. Это может быть что угодно, от практики внимательности, физических упражнений, времяпрепровождения на природе или увлечений, которые мы любим. Не могу не согласиться, Джон.
Забота о себе заключается в том, чтобы делать то, что приносит нам радость, снимает стресс и способствует общему благополучию. Верно, Анна. Важно прислушиваться к своему телу и уму и уделять себе заботу и внимание, которых мы заслуживаем. Определенно, Джон. И давайте также вспомним, что уход за собой выходит за рамки физических нагрузок. Это также включает в себя заботу о нашем психическом и эмоциональном здоровье. Отличное замечание, Анна. Речь идет о том, чтобы установить границы, сказать «нет», когда это необходимо, и поставить во главу угла наше психическое и эмоциональное благополучие. Безусловно, Джон. Речь идет о том, чтобы быть добрыми и сострадательными к себе и относиться к себе так же, как и к другим. Не могу не согласиться, Анна. Забота о себе– это не роскошь, а необходимость. Это позволяет нам быть лучшими версиями самих себя. Верно, Джон. А благодаря заботе о себе мы лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с жизненными трудностями и помогать другим. Определенно, Анна. Итак, давайте возьмем на себя обязательство уделять приоритетное внимание уходу за собой и создать для нее место в повседневной жизни. Я в полном составе, Джон. Давайте позаботимся о себе, чтобы и дальше оказывать положительное влияние на окружающий мир. Спасибо за этот важный разговор, Анна. Это напоминание о том, что мы должны заботиться о своем благополучии. Урок 4. Мягкие упражнения. В последнее время я занимаюсь различными упражнениями, и плавание– одно из моих любимых. Оно нежно воздействует на мое тело. Отлично, Джон. Выбор упражнений, которые вам нравятся, это ключ к сохранению мотивации и ведению здорового образа жизни. Безусловно, Анна. Когда вы получаете удовольствие от этого упражнения, это не кажется рутинной работой, и вы, скорее всего, будете его выполнять. Не могу не согласиться, Джон. Легкие упражнения, такие как плавание, могут быть отличным вариантом, особенно для людей с проблемами суставов или подвижности. Верно, Анна. Плавание– это малотравматичная тренировка, щадящая суставы, но при этом отличная тренировка сердечно-сосудистой системы. Определенно, Джон. Важно прислушиваться к своему телу и выбирать упражнения, соответствующие нашим индивидуальным потребностям и способностям. Верно, Анна. То, что работает для одного человека, может не работать для другого. Речь идет о том, чтобы найти то, что вам нравится. Безусловно, Джон. Будь то плавание, йога, ходьба или танцы, главное– найти упражнения, которые принесут вам радость и улучшают самочувствие. Не могу не согласиться, Анна. Упражнения не должны быть наказанием, мы должны с нетерпением ждать их и получать от них удовольствие. Верно, Джон. Когда мы получаем удовольствие от этого упражнения, оно приносит пользу и телу, и разуму. Определенно, Анна. Речь идет о том, чтобы найти баланс между вызовами самим себе и заботой о своем теле. Отличное замечание, Джон. Мягкие упражнения позволяют нам оставаться активными, сводя к минимуму риск травм или растяжений. Безусловно, Анна. Важно уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию в долгосрочной перспективе, выбирая упражнения, поддерживающие наше тело. Не могу не согласиться, Джон. Речь идет о том, чтобы найти занятия, повышающие силу, гибкость и общую физическую форму, не вызывая чрезмерного стресса. Верно, Анна.
Давайте предложим друг другу изучить различные упражнения и найти то, что лучше всего соответствует нашим индивидуальным предпочтениям и потребностям. Определенно, Джон. Все дело в том, чтобы заниматься различными упражнениями и составлять комплексный фитнес-режим, который нам нравится. Верно, Анна. Найдя упражнения, которые нам нравятся, мы с большей вероятностью включим их в нашу повседневную жизнь и превратим их в привычку. Безусловно, Джон. Давайте вспомним, что физические упражнения могут быть интересными и приятными, и это неотъемлемая часть заботы о себе. Не могу не согласиться, Анна. Давайте продолжим изучать и пробовать новые упражнения, чтобы найти то, что приносит нам радость и помогает оставаться активными. Урок 5. Обмен рецептами. Вчера я попробовала новый рецепт, и он получился потрясающим. Хотите, чтобы я поделился им с вами? Да, пожалуйста. Я всегда ищу новые рецепты, которые можно попробовать. Спасибо, что поделились. Добро пожаловать! Это простое блюдо из пасты со свежими помидорами, базиликом и чесноком. Вот как его приготовить. Звучит очень вкусно. Обожаю блюда из пасты со свежими ингредиентами. Продолжайте, пожалуйста. Сначала приготовьте пасту в соответствии с инструкциями на упаковке. Во время приготовления разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте измельченный чеснок до появления аромата. Я уже чувствую запах чеснока. Что дальше? Далее добавьте в сковороду нарезанные помидоры и готовьте их, пока они не станут мягкими. Затем приправьте солью, перцем и щепоткой красных хлопьев чили, чтобы немного нагреть. Отличное сочетание вкусов. Мне не терпится попробовать его. Что вы делаете после того, как приправите помидоры? После приправы дайте соусу покипеть несколько минут, чтобы ароматы смешались. Затем добавьте свежие листья базилика. Свежий базилик придает блюдам такой чудесный аромат и вкус. Мне уже нравится этот рецепт. Каков последний шаг? Последний шаг – слейте воду из приготовленной пасты и смешайте ее с томатным соусом. Убедитесь, что паста хорошо покрыта соусом. Звучит просто, но вкусно. Я обязательно попробую. Спасибо, что поделились рецептом, Джон. Добро пожаловать! Я рада, что вам понравилось. Дайте мне знать, что получится, когда у вас получится. Я обязательно дам вам знать. Мне не терпится попробовать. Есть ли у вас какие-либо советы или варианты этого рецепта? Абсолютно. Для дополнительного аромата можно добавить немного тертого сыра пармезан или немного бальзамической глазури. Вы также можете добавить немного вареной курицы или креветок, если предпочитаете еду, богатую белком. Это отличные предложения. Я учту их, когда сделаю это. Спасибо за советы, Джон. Совсем без проблем. Надеюсь, вам понравится готовить и есть это блюдо так же, как и мне. Кулинария заключается в том, чтобы делиться вкусной едой и наслаждаться ею. Не могу не согласиться с этим. Еда объединяет людей, а обмен рецептами – прекрасный способ наладить связь и создать приятные воспоминания. Безусловно, Анна. Кулинария – это радостное занятие, и я с радостью поделюсь этим рецептом с вами. Давайте продолжим изучать и пробовать новые рецепты вместе. Урок 6. Путешествие в первый раз. Привет! Вы впервые едете в эту страну.
Если хотите, я могу дать вам несколько советов. Да, пожалуйста. Я взволнован, но при этом немного нервничаю из-за поездки в новую страну. Буду очень признателен за любой совет. Конечно. Во-первых, обязательно изучите местные обычаи и традиции. Всегда хорошо проявлять уважение и знать культурные нормы. Отличное замечание, Джон. Я обязательно сделаю домашнее задание и познакомлюсь с местными обычаями до приезда. Еще один совет – берите с собой легкую и умную упаковку. Возьмите с собой только самые необходимые вещи и проверяйте прогноз погоды, чтобы упаковать подходящую одежду. Упаковать легкую упаковку всегда сложно для меня, но я постараюсь изо всех сил. Также важно иметь достаточно места для сувениров. Безусловно, Анна. Сувениры могут стать отличным способом запомнить ваше путешествие. Кстати говоря, не забудьте сделать много фотографий. Я определенно планирую сделать много фотографий. Я хочу задокументировать свой опыт и поделиться им с семьей и друзьями. Это прекрасная идея, Анна. Фотографии – отличный способ поделиться своими приключениями в путешествиях и оставить незабываемые воспоминания. Я также позабочусь о том, чтобы у меня была копия важных проездных документов, таких как паспорт и виза, на случай чрезвычайных ситуаций. Отличная мысль, Анна. Во время путешествий всегда полезно иметь резервные копии и хранить важные документы в безопасности. Есть ли что-то еще, что мне следует иметь в виду, когда я впервые путешествую? Еще одна вещь, Анна. Будьте открыты и приобщитесь к местной культуре. Попробуйте новые блюда, познакомьтесь с новыми людьми и исследуйте окрестности с любопытством. Мне нравится пробовать что-то новое, поэтому я определенно с нетерпением жду возможности попробовать местную кухню и познакомиться с людьми из разных стран. Это просто фантастика, Анна. Путешествие – это не только посещение новых мест, но и погружение в разные культуры. Не могу не согласиться, Джон. Это возможность расширить наш кругозор и глубже понять мир. Безусловно, Анна. Путешествия позволяют нам учиться, расти и ценить разнообразие, существующее в нашем глобальном сообществе. Мне не терпится отправиться в это приключение и посмотреть, что приготовила для меня эта новая страна. Спасибо за совет, Джон. Добро пожаловать, Анна. Уверена, вы прекрасно проведете время. Безопасных путешествий и наслаждайтесь каждым моментом вашего первого путешествия. Урок 7. Оценка прогресса. Я ценю вашу поддержку. Это очень много значит. Помните, что прогресс важнее совершенства. Спасибо, Джон. Ваши слова действительно мотивируют меня идти дальше. Вы правы, главное – сосредоточиться на прогрессе. Безусловно, Анна. Все дело в том, чтобы делать небольшие шаги вперед и отмечать каждую веху на этом пути. Это отличный образ мышления. Иногда я зацикливаюсь на стремлении к совершенству и забываю признать свой прогресс. Это случается со всеми нами, Анна. Но помните, что каждое ваше усилие и каждое небольшое улучшение важны для достижения вашей цели. Вы правы. Мне нужно изменить свою точку зрения и оценить путешествие, а не просто конечный результат. Точно. Оцените учебный процесс и наслаждайтесь сопутствующим ему ростом. Именно здесь происходит настоящее волшебство.
Я учту это, Джон. Прогресс — это непрерывный путь, и каждый шаг вперед приближает меня к мечте. В этом и заключается дух, Анна. И не забывайте радоваться своим достижениям, какими бы маленькими они ни казались. Абсолютно. Я обязательно отмечу и отмечу каждую веху, независимо от того, насколько она велика или мала. Это правильный подход. Помните, что прогресс индивидуален и уникален для каждого человека. Не сравнивайте себя с другими. Ты прав, Джон. У каждого свой темп, и мне важно сосредоточиться на своем росте и развитии. Именно так. Следите за своим путешествием и верьте, что вы продвигаетесь своим путем и в удобном для вас темпе. Я ценю твою поддержку и веру в меня, Джон. Это действительно повышает мою уверенность в себе и мотивирует двигаться вперед. Добро пожаловать, Анна. Я верю в ваш потенциал и знаю, что у вас есть все необходимое для достижения великих результатов. Спасибо за добрые слова, Джон. Они очень много значат для меня. Я благодарна за то, что ты меня ободряешь. Мне очень приятно, Анна. Нам всем нужно, чтобы кто-то подбадривал нас время от времени. Помните, что вы способны на удивительные вещи. Я буду помнить об этом, Джон. Я знаю, что благодаря вашей поддержке и моей решимости я смогу добиться замечательного прогресса. Безусловно, Анна. Продолжайте двигаться вперед, сосредотачивайтесь и никогда не упускайте из виду прогресс, которого вы добиваетесь. Это у вас есть. Урок 8. Советы по собеседованию. Эй, я слышала, у тебя скоро собеседование. Нужны советы? Да, пожалуйста. Я немного нервничаю и буду признателен за любой совет, который вы мне дадите. Во-первых, тщательно изучите компанию. Ознакомьтесь с их миссией, ценностями и недавними проектами. Это говорит о том, что вы действительно заинтересованы. Отличное замечание, Джон. Перед собеседованием я постараюсь собрать как можно больше информации о компании. Затем потренируйтесь задавать общие вопросы на собеседовании. Подготовьте краткие и уверенные ответы, отражающие ваши навыки и опыт. Практика звучит как хорошая идея. Я составлю список возможных вопросов и отработаю ответы на них, чтобы лучше подготовиться. Также важно профессионально одеваться. Произведите хорошее первое впечатление подходящей одеждой и аккуратным уходом. Профессиональная одежда поможет мне чувствовать себя увереннее. Я выберу одежду, соответствующую дресс-коду и культуре компании. Во время собеседования поддерживайте хороший зрительный контакт и язык тела. Проявляйте энтузиазм и активно общайтесь с интервьюером. Я учту это, Джон. Невербальные сигналы важны. Я обязательно проявлю свой интерес с помощью языка тела. Еще один совет – подготовьте несколько вопросов, которые можно задать интервьюеру. Это свидетельствует о вашем любопытстве и увлеченности. Неплохая идея. Я заранее подготовлю несколько вдумчивых вопросов, чтобы проявить интерес и узнать больше об этой роли. Не забывайте активно слушать и вдумчиво отвечать на вопросы интервьюера. Не торопитесь и подумайте, прежде чем отвечать. Активное слушание очень важно. Я постараюсь полностью понять вопросы и дать вдумчивые ответы. Также важно продемонстрировать свои навыки и опыт на конкретных примерах.
Поделитесь историями успеха, подчеркивающими ваши способности. Использование конкретных примеров сделает мои ответы более эффективными. Я подготовлю несколько историй, демонстрирующих мои навыки и достижения. Не забудьте отправить письмо с благодарностью после собеседования. Это проявление признательности и позволяет им оставаться в поле зрения собеседника. Я обязательно отправлю благодарственное письмо, чтобы выразить благодарность за предоставленную возможность и подтвердить свой интерес к этой должности. Наконец, сохраняйте позитивный настрой и уверенность в себе. Верьте в себя и свои способности. Это у тебя есть, Анна. Спасибо за поддержку, Джон. На протяжении всего собеседования я буду сохранять позитивный настрой и уверенность в себе. Ваши советы очень полезны. Добро пожаловать, Анна. Просто будьте собой и дайте волю своей квалификации. Желаю вам удачи на собеседовании. Спасибо, Джон. Благодаря вашим советам и поддержке я чувствую себя более подготовленной и готовой к собеседованию. Я ценю вашу помощь. Я рада, что смогла помочь вам, Анна. Вы отлично справитесь. Помните, что у вас есть все необходимое для успеха. Выходи и блистай. Урок 9. Ограничения по весу багажа. Есть ли ограничения по весу зарегистрированного багажа? Да, обычно это около 23 килограммов. Приятно это знать. Я позабочусь о том, чтобы упаковать вещи соответствующим образом, чтобы избежать дополнительных сборов. Всегда лучше заранее знать ограничения по весу, чтобы избежать неожиданностей в аэропорту. Совершенно верно. Важно проверить конкретные ограничения по весу, установленные авиакомпанией, поскольку они могут отличаться. Это правда. У разных авиакомпаний могут быть разные ограничения по весу, поэтому перед поездкой необходимо перепроверить правильность. Я учту это. Когда речь заходит о весе багажа, всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Именно так. Лучше планировать заранее и упаковывать вещи в разрешенных пределах, чтобы избежать неудобств. Существуют ли ограничения на размеры зарегистрированного багажа? Да, обычно также существует ограничение по размеру. Важно убедиться, что ваш багаж соответствует требованиям по весу и размеру. Я обязательно проверю максимально допустимые размеры зарегистрированного багажа. Спасибо за внимание, Анна. Добро пожаловать, Джон. Всегда полезно быть в курсе событий перед поездкой, чтобы избежать неприятностей в последнюю минуту. Есть ли какие-либо конкретные предметы, запрещенные к перевозке в зарегистрированном багаже? Да, некоторые предметы, такие как легковоспламеняющиеся материалы, острые предметы и жидкости, превышающие определенный объем, обычно не допускаются к перевозке в Я зарегистрированный проверю багаж. список запрещенных предметов, чтобы случайно не упаковать запрещенные предметы. Это разумный шаг, Джон. Очень важно соблюдать правила для обеспечения безопасности и удобства всех. Я также подумаю о том, чтобы упаковать несколько предметов первой необходимости вручную кладь на случай, если мой зарегистрированный багаж задержится или потеряется. Неплохая идея. В непредвиденных ситуациях вам может пригодиться некоторые предметы первой необходимости в ручной кладе. Я составлю контрольный список, чтобы убедиться, что у меня есть все необходимое и что мой багаж соответствует всем требованиям. Отличный подход, Джон. Если вы будете организованы и подготовлены, ваше путешествие станет намного комфортнее. Спасибо за всю полезную информацию, Анна.
Теперь я чувствую себя увереннее и готова к предстоящей поездке. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Удачного путешествия и безопасных путешествий. Спасибо, Анна. Я позабочусь о том, чтобы с умом упаковать вещи и насладиться путешествием. Мы очень признательны за ваши рекомендации. Урок 10. Стратегии исследования рынка. Какие еще стратегии исследования рынка мы можем использовать? Мы можем проводить опросы для сбора информации непосредственно от потенциальных клиентов. Опросы – отличный способ собрать ценную информацию и понять предпочтения клиентов. Мы также можем анализировать данные о конкурентах, чтобы определить рыночные тенденции и получить конкурентное преимущество. Это разумный подход. Изучение конкурентов может предоставить ценную информацию о динамике отрасли. Другая стратегия заключается в проведении фокус-групп для сбора качественных отзывов и понимания восприятия потребителей. Фокус-группы могут помочь нам глубже понять мнения и предпочтения клиентов. Мониторинг социальных сетей также эффективен. Мы можем анализировать онлайн-разговоры, чтобы оценить настроение клиентов. Мониторинг социальных сетей поможет нам понять, что клиенты говорят о нашем бренде и конкурентах. Анализ аналитики веб-сайта может предоставить данные о поведении клиентов и помочь оптимизировать наше присутствие в интернете. Понимание того, как клиенты взаимодействуют с нашим сайтом, поможет нам улучшить пользовательский интерфейс. Мы также можем изучать этнографические исследования, наблюдая за клиентами в их естественной среде, чтобы лучше понять их потребности. Этнографические исследования могут предоставить ценный контекст и понять поведение и мотивацию клиентов. Еще одна полезная стратегия – интервью с клиентами. Беседы с клиентами позволяют получить ценную информацию. Общение с клиентами позволяет нам понять их проблемы и разработать решения. Мы можем анализировать данные о продажах для выявления закономерностей и тенденций, помогая принимать бизнес-решения на основе данных. Анализ данных о продажах имеет решающее значение для понимания моделей покупок клиентов и выявления возможностей роста. Другая стратегия заключается в проведении онлайн-исследований, изучении отраслевых отчетов и исследований рынка. Онлайн-исследования помогают нам быть в курсе отраслевых тенденций и понимать более широкий рыночный ландшафт. Мы также можем рассмотреть возможность использования тайных покупок для оценки качества обслуживания клиентов и выявления областей, нуждающихся в улучшении. Тайный шопинг позволяет нам оценить качество обслуживания и выявить пробелы в удовлетворенности клиентов. Наконец, мы можем использовать аналитику данных для извлечения ценной информации из больших наборов данных и принятия обоснованных решений. Аналитика данных необходима для понимания сложных закономерностей и получения полезной информации. Комбинируя эти стратегии, мы можем проводить всестороннее исследование рынка и принимать обоснованные бизнес-решения. Безусловно, Анна. Многогранный подход обеспечивает нам целостное понимание рынка. Важно уметь адаптироваться и использовать комбинацию стратегий, которые наилучшим образом соответствуют целям наших исследований. Спасибо, что изучили эти стратегии исследования рынка вместе со мной, Анна. Теперь я чувствую себя более подготовленной к проведению тщательных исследований. Урок 11.
устойчивые решения. Я стараюсь уделять больше внимания окружающей среде и избегаю платить за полиэтиленовые пакеты. Отлично, Джон. Подобные небольшие изменения могут существенно повлиять на сокращение пластиковых отходов. Определенно. Для каждого из нас важно взять на себя ответственность за свои действия и сделать устойчивый выбор. Мне тоже нужно начать этим заниматься. Это легко забыть, но мы можем изменить ситуацию, используя многоразовые сумки. Совершенно верно. Многоразовые пакеты – простой, но эффективный способ сократить потребление пластика. У меня будет привычка брать с собой свои сумки каждый раз, когда я иду за покупками. Это небольшой шаг к более экологичному будущему. Отличная идея, Анна. И помните, дело не только в сумках. Мы также можем сократить количество отходов, используя многоразовые бутылки для воды и кофейные чашки. Вы правы. Одноразовые предметы, такие как пластиковые бутылки и стаканчики, способствуют загрязнению окружающей среды. Используя многоразовые альтернативы, мы можем свести к минимуму наше воздействие и помочь защитить планету. Я начну носить с собой многоразовую бутылку с водой. Это небольшое изменение, но оно может иметь большое значение. Совершенно верно. Каждое действие важно, каким бы маленьким оно ни было. Вместе мы можем создать более устойчивый мир. Я рад, что мы пришли к единому мнению, Джон. Вдохновляет то, что все больше людей делают осознанный выбор в пользу окружающей среды. Это действительно так. Чем больше мы распространяем информацию и вдохновляем других, тем большее положительное влияние мы можем оказать. Я согласен. Мы можем подавать пример и побуждать других присоединиться к нам в принятии решений, основанных на принципах устойчивого развития. Безусловно, Анна. Вместе мы сможем существенно изменить мир к лучшему и создать лучшее будущее для будущих поколений. Я очень рад внести эти изменения и стать частью решения. Давайте продолжим изучать новые способы защиты окружающей среды. Не могу не согласиться, Анна. Давайте проявим любопытство и продолжим открывать новые способы жить более экологично. Спасибо за этот вдохновляющий разговор, Джон. Я мотивирован на перемены и внимательнее относиться к окружающей среде. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла вдохновить тебя. Давайте отправимся в это путешествие вместе и окажем положительное влияние. Урок 12. Беспрепятственное сотрудничество. Сотрудничество имеет решающее значение для достижения гладких и успешных результатов. Я полностью согласен. Работая вместе, мы можем добиться большего и способствовать инновациям. Именно так. Объединяя наши сильные стороны и опыт, мы можем более эффективно решать проблемы. Сотрудничество также способствует созданию позитивной рабочей среды и поощряет открытое общение. Верно. Сотрудничая, мы создаем пространство для обмена идеями и перспективами. Это позволяет нам использовать разные точки зрения и находить лучшие решения. Сотрудничество также помогает нам укреплять отношения и укреплять доверие между членами команды. Доверие необходимо для эффективного сотрудничества. Это позволяет нам гармонично работать вместе. Совершенно верно. Доверяя друг другу, мы можем делегировать задачи и полагаться на способности друг друга. Сотрудничество также способствует обучению и росту.
Мы можем перенимать опыт и знания друг друга. Да, благодаря сотрудничеству мы можем расширить наш кругозор и приобрести новые навыки. Важно развивать культуру сотрудничества в нашей команде и поощрять активное участие. Это правда. Мы должны создать условия для того, чтобы каждый мог внести свой вклад и оценить свой вклад. Сотрудничая, мы можем использовать коллективный интеллект команды и добиваться лучших результатов. Совместная работа также способствует решению проблем. Мы можем объединить наши идеи и вместе найти инновационные решения. Совершенно верно. Две головы лучше, чем одна, а сотрудничество открывает новые перспективы. Крайне важно установить четкие цели и роли в среде совместной работы, чтобы обеспечить бесперебойную координацию. Да, четкое определение ожиданий и обязанностей помогает нам работать вместе более эффективно. Сотрудничество также позволяет нам распределять рабочую нагрузку и поддерживать друг друга в достижении наших целей. Это правда. Мы можем распределять задачи и использовать сильные стороны друг друга для достижения общих целей. Совместная работа способствует формированию у членов команды чувства ответственности и ответственности. Сотрудничая, мы чувствуем, что больше заинтересованы в результатах и берем на себя ответственность за свой вклад. Сотрудничество– это не просто совместная работа, это налаживание отношений и развитие чувства товарищества. Я согласен. Эффективно сотрудничая, мы создаем благоприятную и приятную рабочую атмосферу. Спасибо, что поделились своим мнением о сотрудничестве, Анна. Совместная работа– это действительно мощная сила. Добро пожаловать, Джон. Я верю в силу сотрудничества и очень рад продолжить плодотворную совместную работу. Давайте будем считать сотрудничество ключевым фактором нашего успеха, Анна. Вместе мы сможем добиться больших результатов. Урок 13. Путешествие по новому городу. Простите, не могли бы вы помочь мне найти ближайшую автобусную остановку? Я новичок в городе. Конечно. Я с радостью помогу. Ближайшая автобусная остановка находится всего в нескольких кварталах. Отлично. Спасибо вам большое. Я очень ценю вашу помощь. Совсем без проблем. Я помню, каково быть новичком в городе и нуждаться в указаниях. Это действительно может быть ошеломляюще. Я благодарна таким людям, как вы, которые готовы протянуть руку помощи. Мне очень приятно. Нужна ли вам еще какая-нибудь помощь при знакомстве с городом? На самом деле, мне было интересно, не могли бы вы порекомендовать какие-нибудь хорошие рестораны поблизости? Абсолютно. Прямо за углом есть фантастический итальянский ресторан. Еда там очень вкусная. Звучит превосходно. Обязательно проверю. Спасибо за рекомендацию. Добро пожаловать. Уверена, вам там понравится трапеза. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? Что ж, поскольку я здесь новичок, мне не помешало бы несколько советов по местным достопримечательностям или достопримечательностям. Поблизости есть прекрасный парк, где можно прогуляться или устроить пикник. Звучит прекрасно. Обязательно зайду в парк и подышу свежим воздухом.
Отлично. Возможно, вы также захотите исследовать центр города. Здесь вы найдете магазины, музеи и исторические достопримечательности. Это просто фантастика. Мне не терпится посетить все интересные места этого города. Я рада это слышать. Если вам понадобится дополнительная информация или у вас возникнут другие вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо, Анна. Я ценю вашу доброту и готовность помочь. Мне очень приятно, Джон. Надеюсь, вы прекрасно проведете время, исследуя город и поселившись в нем. Уверен, что смогу, благодаря вашим рекомендациям. Приятно знать, что вокруг есть такие дружелюбные люди, как ты. Я рада, что мне помогли. Добро пожаловать в город, Джон. Надеюсь, вы чувствуете себя здесь как дома. Спасибо, Анна. Уверена, что с такими людьми, как ты, я скоро почувствую себя как дома. Добро пожаловать, Джон. Наслаждайтесь путешествиями, и если вам что-то понадобится, не стесняйтесь спрашивать. Не буду сомневаться. Еще раз спасибо, Анна. Я благодарна за то, что пересеклась с тобой. Это мое удовольствие, Джон. Береги себя и хорошего дня. Ты тоже, Анна. Еще раз спасибо за вашу доброту. А пока до свидания. Урок 14. Основы стирки. Кроме того, не забудьте купить стиральный порошок. Я обязательно возьму бутылку в магазине. Это хорошее напоминание. Очень важно иметь надежный стиральный порошок для чистой и свежей одежды. Совершенно верно. Я предпочитаю тот, который бережно относится к тканям, но при этом эффективно удаляет пятна и запахи. Я согласен. Важно найти моющее средство, соответствующее вашим потребностям и не вызывающее раздражения кожи. Я учту это. Есть ли у вас рекомендации по хорошей марке стирального порошка? Лично у меня был отличный опыт работы с брендом под названием Fresh Clean. Он экологичен и хорошо работает. Спасибо за предложение. Я поищу Fresh Clean и попробую. Добро пожаловать! Еще один совет – ознакомьтесь с инструкциями на бутылке с моющим средством для правильного использования. Это хорошее замечание. Для разных моющих средств могут потребоваться разные измерения или температуры воды. Именно так. Следование инструкциям обеспечит оптимальную производительность и сохранит качество вашей одежды. Я обязательно внимательно прочитаю инструкции и последую им. Спасибо за совет. Совсем без проблем. И не забудьте также купить кондиционер для белья. Это поможет сохранить одежду мягкой и без морщин. Ах, верно. Кондиционер для белья часто упускают из виду, но он действительно влияет на внешний вид и внешний вид одежды. Совершенно верно. Это также помогает уменьшить статическое сцепление и облегчает глажку. Я добавлю кондиционер для белья в свой список покупок. Какой конкретный бренд вы рекомендуете? Softy Touch – популярный бренд, который многие считают эффективным и приятно пахнущим. Отлично, я тоже поищу кондиционер для белья Softy Touch. Спасибо за рекомендацию. Добро пожаловать!
Всегда хорошо иметь в наличии хороший запас белья, чтобы сделать работу более эффективной. Действительно, наличие подходящих продуктов под рукой экономит время и обеспечивает чистое и свежее белье. И не забывайте разделять белье на разные партии в зависимости от цвета и типа ткани, чтобы предотвратить кровотечение или повреждение цвета. Это важное напоминание. Я постараюсь правильно рассортировать белье, чтобы сохранить его качество. Это простой шаг, который во многом поможет продлить срок службы вашей одежды. Я ценю все советы по стирке белья, Анна. Полезно, если бы мной руководил опытный человек. Я с радостью поделюсь тем, что знаю. Стирка иногда может быть сложной задачей, но при правильном подходе все становится намного проще. Я благодарна за ваше руководство. Сейчас я пойду в магазин и заберу стиральный порошок и кондиционер для белья. Похоже на план. Приятного вам похода по магазинам и желаю вам успехов в стирке одежды. Спасибо, Анна. Я сделаю все, что в моих силах. Береги себя, и я скоро с тобой свяжусь. Ты тоже, Джон. Хорошего дня и не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут еще вопросы. Сгодится. Еще раз спасибо, Анна. А пока до свидания. Урок 15. Уборка мусора и пожертвование. Беспорядок. Давайте сначала начнем убирать беспорядок. Отличная идея. Мы можем подарить старые вещи, которые все еще находятся в хорошем состоянии. Совершенно верно. Это отличный способ помочь обществу и помочь нуждающимся. Кроме того, это создает больше пространства и более аккуратную среду обитания для нас. Начну со шкафа. Есть одежда, которую я уже много лет не ношу. Это хорошее место для начала. Не забудьте отделить одежду, которую можно подарить, от одежды, поврежденной и не подлежащей ремонту. Сгодится. Я отложу одежду, которую можно подарить, и соберу кучу вещей, которые нужно выбросить. Пока вы работаете над шкафом, я займусь кухонными шкафами. Вероятно, есть неиспользованная посуда и посуда. Похоже на план. Давай встретимся в гостиной, когда закончим, и обсудим все вместе. Согласовано. Всегда полезно узнать второе мнение и убедиться, что мы делаем правильный выбор. Я нашла немало рубашек и брюк, которые могу подарить. Они все еще в хорошем состоянии, просто я уже не в моем стиле. Это прекрасно. Кто-то другой наверняка оценит их по достоинству. Позже мы можем отвезти их в местный благотворительный центр. Похоже на план. Как насчет кухонных шкафов? Вы нашли что-нибудь, что можно подарить или выбросить? Да, я нашла несколько дубликатов кухонных гаджетов, которые нам не нужны. Я отложу их в дар. Отличная работа. Приятно убирать беспорядок и освобождать место для вещей, которыми мы действительно пользуемся и которым наслаждаемся. Совершенно верно. Приятно иметь более организованное и функциональное пространство. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Давайте сейчас заглянем в гостиную и посмотрим, на что еще нужно обратить внимание. Конечно, пойдем. Думаю, есть несколько книг и журналов, которые мы можем подарить местной библиотеке. Это прекрасная идея.
Это способ поделиться знаниями и дать другим возможность насладиться этими материалами. Именно так. И это помогает сократить количество отходов, давая предметам вторую жизнь. Я нашла кучу книг, которые уже прочитала и не планирую снова читать. Они готовы к пожертвованию. Это просто фантастика. Я добавлю их в кучу пожертвований. Мы добиваемся больших успехов. Действительно, освобождает нас от того, что больше не служит нам, и помогать другим в этом процессе. Не могу не согласиться с этим. От этой ситуации выигрывают все. Наш дом становится более организованным, а пожертвования приносят пользу кому-то другому. Совершенно верно. Давайте загрузим все в машину и вместе отвезем в благотворительный центр. Похоже на план. Своими пожертвованиями мы сделаем чью-то жизнь счастливой. Это небольшое проявление доброты, которое может иметь большое значение. Я рада, что мы решили навести порядок и сделать пожертвование. Я тоже. Это полезный опыт. Давайте продолжим эту практику регулярно, чтобы в доме не было беспорядка. Я полностью за это. Уборка мусора и пожертвования теперь станут частью нашей повседневной жизни. Спасибо, что присоединились ко мне в этом начинании. Урок 16. Планы путешествий. Скоро, да. Я такой. В следующем месяце я поеду в другую страну. Это захватывающе. Вы имеете в виду какое-то конкретное направление? Да, я поеду в Японию. Меня всегда восхищали ее богатая культура и красивые пейзажи. Япония потрясающая. Обязательно попробуйте их вкусную кухню и посетите традиционные храмы. Совершенно верно. Мне не терпится попробовать настоящие суши и посетить исторические места, такие как знаменитые храмы Киото. Вы прекрасно проведете время. Не забудьте погрузиться в местные обычаи и традиции. Я с нетерпением жду возможности посетить японскую чайную церемонию и надеть кимоно. Звучит замечательно. Путешествуя, всегда приятно знакомиться с местной культурой. Не могу не согласиться с этим. Это позволяет нам учиться и ценить разные образы жизни. Вы уже организовали поездку, авиабилеты и проживание. Да, я забронировал билет и нашел уютную традиционную гостиницу, в которой можно было бы остановиться во время моего визита. Отлично. Важно заранее спланировать поездку и обеспечить комфортное путешествие. Совершенно верно. Я также составил список мест, которые я хочу посетить и чем бы я хотел заняться в Японии. Это разумный подход. Это поможет вам максимально использовать время и уделить приоритетное внимание достопримечательностям, которые стоит посетить. Именно так. Я не хочу упустить ни одной из знаковых достопримечательностей или уникальных впечатлений. Планируете ли вы путешествовать в одиночку или с группой? Я буду путешествовать в одиночку. Это дает мне свободу исследовать окрестности в удобном для меня темпе и следовать своим интересам. Путешествие в одиночку может быть полезным опытом. У вас будет возможность познакомиться с новыми людьми и создать свое собственное приключение. Это то, чего я с нетерпением жду. Это шанс выйти из зоны комфорта и оставить незабываемые воспоминания.
Не забудьте взять с собой такие предметы первой необходимости, как универсальный адаптер, удобную обувь и разговорник для общения. Хорошие замечания. Перед отъездом я позабочусь о том, чтобы у меня было все необходимое для путешествия. И не стесняйтесь обращаться к местным жителям за рекомендациями. Они часто знают, какие сокровища лучше всего спрятаны в своем городе. Я учту это. Общение с местными жителями– отличный способ открыть для себя аутентичные впечатления. Совершенно верно. Воспользуйтесь возможностью учиться и общаться с людьми из разных слоев общества. Мне не терпится отправиться в это путешествие и глубже понять японскую культуру. Это будет невероятное приключение, Джон. Наслаждайтесь каждым моментом и получайте максимум удовольствия от поездки. Спасибо, Анна. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями и фотографиями, когда вернусь. Не могу дождаться, когда услышу все об этом. Удачных путешествий, Джон, и прекрасно проведите время в Японии. Спасибо, Анна. Я ценю ваши добрые пожелания. Увидимся, когда вернусь. Береги себя. Урок 17. Заряжающий энергией завтрак. Звучит очень вкусно. Завтрак важен для наполнения нашего дня, верно? Абсолютно. Это самый важный прием пищи за день. Что ты собираешься съесть? Я хочу яичницу с тостами и гарниром из свежих фруктов. Похоже, это питательный и приятный выбор. Не забудьте добавить стакан апельсинового сока, чтобы получить немного витаминов. Отличная идея. Стакан свежевыжатого апельсинового сока поможет мне освежиться по утрам. Я подумываю приготовить миску овсянки со смешанными ягодами и небольшим количеством меда. Звучит и полезно, и вкусно. Овсянка– отличный источник клетчатки, а ягоды богаты антиоксидантами. Именно так. Это питательная комбинация, которая поможет мне сыться и зарядиться энергией до обеда. Кстати, об энергии, вы когда-нибудь пробовали приготовить смузи на завтрак? Да, я люблю готовить смузи. Они быстрые, удобные, и вы можете содержать в них множество питательных веществ. Какой твой любимый рецепт смузи? Один из моих любимых– зеленый смузи со шпинатом, бананом, миндальным молоком и шариком арахисового масла. Звучит интересно. Я никогда раньше не пробовал зеленый смузи. Какое оно на вкус? Удивительно вкусно. Сладость банана и кремовая консистенция арахисового масла уравновешивают вкус шпината. Придется попробовать. Это отличный способ включить в свой рацион больше зелени. Совершенно верно. Смузи– универсальный вариант, и вы можете настроить их в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Я также обязательно добавлю в свой завтрак немного белка. Возможно, вареное яйцо или ложка греческого йогурта. Белок важен для поддержания энергии и продления сытости. Это отличный выбор. Есть ли у вас какие-либо советы, как быстро и легко позавтракать в напряженное утро? Овес на ночь– спасение. Вы можете приготовить их накануне вечером, а утром отведать готовый к употреблению завтрак. Отличное предложение.
Я попробую. Какие-нибудь любимые начинки или вкусовые сочетания? Мне нравится добавлять нарезанный миндаль, немного меда и корицы в овсяные хлопья на ночь. Звучит очень вкусно. Я обязательно поэкспериментирую с разными начинками, чтобы было интересно. Разнообразие– ключ к тому, чтобы не скучать за завтраком. Вы можете менять свой выбор в течение недели. Я учту это. Важно начать день на позитивной ноте с питательной и приятной еды. Совершенно верно. Хорошо сбалансированный завтрак задает тон предстоящему продуктивному и энергичному дню. Спасибо, что поделились идеями для завтрака, Анна. Меня вдохновляет изменить свой утренний распорядок дня. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Приятного завтрака и прекрасного дня. Спасибо, Анна. Ты тоже. Давайте сделаем завтрак приоритетом и будем питаться каждое утро.